Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Кто сказал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Явно этот человек совсем ничего не знал о лоскутном шитье. Смотрите, элементы в этих блоках одни и те же, а результат совершенно разный. Деталей, квадратов, составленных из двух треугольников, нам надо будет много, поэтому показываю вам свои шпаргалки. С их помощью можно нашить сразу много заготовок. А мы сегодня поработаем с большими квадратами. По нашей задумке берем две контрастные ткани, темную и светлую. Рисуем две диагонали, а потом еще через центр проводим два перпендикуляра. Дальнейшая работа довольно простая. По обе стороны от нарисованных диагоналей прокладываем строчки. Нитки берем нейтральные, светло-серые. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки делаем обязательно и в начале, и в середине, и в конце. Шьем сразу много, одну деталь за другой. Нитки не обрываем. Прошили одну диагональ, переходим к другой. Я в своих видео показываю самые технологичные способы работы. Экономим нитки, время, силы и нервы. Готовые детали проутюживаем, затем режем по нарисованным линиям между швами. Из одной большой детали получаются сразу 8 маленьких квадратов, составленных из двух треугольников. Работа с утюгом обязательно на всех этапах. Учимся правильно раскрывать эти детали. Для этого укладываем их светлой стороной вниз, а темную отгибаем наверх. Будьте очень внимательны и осторожны с диагональным швом. Здесь идет срез по косой, он тянется. Старайтесь не деформировать заготовки. Вот эти детали, квадраты из двух треугольников, самый универсальный элемент. Из этих блоков можно собрать самые разные узоры и сшить большое лоскутное одеяло. Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал. А если остались разномастные кусочки, то можно сделать самую простую раскладку. Темный треугольник располагается внизу слева. Раскладка 4 на 4. Сшивать будем колонками, вертикальными рядами. Соберем детали стопочками попарно. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Нитки не обрываем. Никаких промежутков не делаем. Отшитые гирлянды расправляем, швы разглаживаем ногтем. Потом складываем гирлянды вместе и прошиваем. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить по горизонтали. При работе за швейной машинкой следите за тем, чтобы в соседних рядах припуски были направлены в разные стороны. Готовую деталь надо тщательно проутюжить. Размер готовой детали 32 на 32 сантиметра. Увеличим размер с помощью полосок темной ткани шириной 5 сантиметров. Обошьем ее со всех сторон. Проутюжим заготовку и приготовим сэндвич. Для обратной стороны возьмем термостежку. Это ткань, соединенная с тонким слоем синтепона. Термостежка немного больше лоскутного верха. Все аккуратно расправим и заколем английскими булавками для квилтинга. Самый главный секрет красивой стежки – это приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку будем делать в шов прямыми линиями, но строчку можно поставить декоративную – трикотажный шов. Стежку начинаем с верхнего края.
Доходим до низа, переходим на мостик-переходник. Нитки отрезаем. Следующий ряд начинаем тоже сверху. Это поможет избежать перекосов полотна. Потом также простегиваем и по другим направлениям. И вот что я подумала. В конце концов, если не позволять себе иногда побыть придурком, жизнь лишится доброй половины удовольствий. Вот когда мы прошили лицевую часть, готовим заднюю сторону нашей декоративной подушки. Подготовим ткань такого же размера, как и лицевая часть. Сложим ее с куском термостежки. Заколем булавками. Линии стежки будем делать по рисунку на термостежке. Проутюжим обе детали. Затем промеряем и подравниваем лицевую часть. Отрежем все лишнее. Затем сложим вместе лицевую и обратную стороны. Они должны быть одинакового размера. После этого подровняем их. Когда готовы обе детали, займемся оформлением задней стороны наволочки. Напоминаю, что большая деталь такого же размера, как и лицевая часть. И еще нужна полоска ткани шириной 10 см. Ее мы сложим вдоль пополам. К этой узкой полоске, к сгибу, мы пришьем один край молнии. Не забудьте поставить лапку для пришивания молнии. Второй край молнии мы пришьем к большой детали. Посмотрите, как это будет выглядеть в готовом виде. Дальше мы складываем вместе детали верха и обратной стороны. И над молнией формируем складочку. Эту складочку надо закрепить, прошить на швейной машинке. Шов прокладываем по шву пришивания молнии. Смотрите, как все хорошо и красиво получается. На обратной стороне наволочки сформирован красивый клапан, который закрывает молнию. Складываем обе детали вместе изнаночной стороной и прошиваем по периметру. Отрежем лишнюю часть молнии, а открытые срезы обработаем полоской ткани шириной 4 см. Как сделать окантовку, я постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Обратите внимание, как мы обрабатываем угол. Затем отворачиваем, дважды подгибаем и прошиваем. И получилась прелестная наволочка на декоративную подушку. Она может служить и пижамницей.
В нее можно убирать принадлежности для сна или хранить плед. Добрые приметы следует изобретать самостоятельно. Кого встретил, тот и к удаче. Так и запишем, и запомним, и день проживем соответственно. В общем, девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!